Итак, пацаны, всем привет! Сегодня хотел бы вам про него рассказать такую, как бы сказать, странную историю, которая произошло, но недавно совсем, перед последним роликом, что ли. Да, как раз я снял вам, как он плохо работает, то есть один цилиндр начинает троить, чихать, и это было у него одной проблемой. Сейчас я вам, если скажу, вы умрете от смеха. То здесь, как я уже вам много раз сказал, еще раз скажу, здесь у нас стоит. Я поставил генератор его родной. То есть получается он у нас теперь все здесь вот так вот запечатал я аккумулятор. Клеммы смазал для того, чтобы они окислились. Тумблер массы. Кстати, кто не знает, вот эти вот замки можно и пальцами закрывать. То есть берем вот так, хоп, все работает. Конечно, они не очень надежны, но все же. Вот так вот. Итак, было такой проблемой, что, допустим, вы едете куда-то, и его начинает троить паровой котел. Почему? Из-за того, что у меня было такое, что очень было маленькое, очень был маленький зазор между прерывателями, так как поставил зазор 0,5, как в книжке написано от 0,4 до 0,6, из-за того, что двигатель нагревался, картер движка нагревался тоже. Из-за этого вот этот нагрев пошел и на сам генератор, и на сами зажигания. И кулачки все это расширилось, и получается там зазора практически не было. И когда я ехал, когда я прицепил коляску уже на одиночку, я ехал, на первый так едет отлично, на второй, на первый разгоняюсь, включаю вторую, а там практически вообще тяги нету. Он начинает глохнуть. Я выжимаю сцепление, подгазовываю, стартую, то есть на вторую обратно, и он ни хрена не едет. Включаю первую, разгоняю, все отлично. Обратно отцепил коляску. Конечно, это зажигание опять же очень древнее, очень, все говорят, плохой, но он работает, главное. Значит, я поставил зажигание побольше на тот контакт, на правый. И теперь он будет работать. Он стал работать получше. Поставил, значит, такую крышку карбюратора, как его правильно говорить, декоративную крышку. И не знаю, и почему, если что, пишите в комментариях. Я сделал, то есть, как все говорят, там зажигание, большая площадка это правый цилиндр, а самая мелкая это левый цилиндр. Я почему-то их поменял местами, и они как-то работали. И когда я посмотрел, там где же мертвая точка. И почему-то на левый, когда, допустим, он самый вниз пошел, он, то есть искра там только начинает происходить. И он как-то так работал. Я подумал, почему же так стоит-то? Я взял, перекинул колпачки местами, и он стал работать. Как и работал, только лучше, что ли, не знаю. В общем, как-то так. Но он так работает хорошо, только из-за погоды
То есть, когда у вас холода, он, ну, немного начинает все-таки правый цилиндр чихать, но все же он работает. Сейчас я вам покажу. Надо сейчас потеплее уже. Август, но у вас тоже, наверное, сейчас дожди льют, как всегда. Холод. Прокачать. Попробуй без газа завести. 2 раза прокачиваем. Нажимаем на ключ. Нет, все-таки дам газу. Ну да, с полпинка, как всегда. Ну вот он работает еще. Делать такую вот коробочку. Проводками вот так вот все это закрепил. Теперь музон работает, но как всегда можно работать только с AUX. Почему-то он работает, так как не знаю, из-за сильной вибрации или из-за сильного звука почему-то он отключается. USB тыкаешь, он несколько секунд работает, когда мотоцикл заведенный, и глохнет. Не знаю почему, но почему-то. А так с AUX работает хорошо. Я думаю уже, помните, я снимал один ролик, сделал коробку на машину магнитолу. То есть домашний такой небольшой музыкальный центр. Я от него этот усилитель взял, эту всю магнитолу, подключил в аккумулятор. Раньше не пробовал заводить, но с ним эти колонки играют хорошо. Так что как-то так. И кстати, хоть мой стаж вождения этим мотоциклом вообще нету, я его одним словом уже приучил, так сказать, к себе. Если вы, как и я, не очень много ездите и впервые сели на мотоцикл, советую вам больше ездить, аккуратнее так, не гонять. Но если вы на езжаке, то тогда советую вам включить после второй, третьей, если вы ездите только на второй. Но на четвертую по полям не надо лучше. Как-то так. И еще пару лайфхаков для вас. Если вы хотите заехать в гору, лучше заезжайте либо на первый, либо на второй. Ну, на третий тоже можно, но только с большой скоростью. Одним словом, не заехать, а залететь. И еще, когда вы, допустим, едете, и у вас впереди такая вот какая-нибудь ямка небольшая. Кочки, все такое, и вам лучше, в общем, вы едете такой на большой скорости, допустим, на третий, и у вас впереди ямка. Лучше вам либо выжмать сцепление, либо сбросить газ и включить, допустим, второй и проехать. Ну да, со временем, когда вы будете ездить побольше, вы привыкнете ко всему. А так, езжак это, ну, хороший мотоцикл. Если его ухаживать там, все остальное, он будет вам работать даже на этом кулачковом старом зажигании. Так что вот так. Ну всем спасибо, всем пока. Спасибо, что смотрели мой канал. Любите свой езжак.
хоть планету, хоть Юпитер. Скажите спасибо вам, или что вы купили, либо спасибо скажите вашим дедушкам, бате скажите спасибо за то, что он там купил, ездил, не продал его. Всем желаю успехов и удачи. Если вы, конечно же, юные мотоциклисты и мотоциклисты со стажем более 20 или 30 лет. Всем спасибо.